Во время оздоровительного похудания лицо каждой женщины становится красивее. Конечно, и лицо мужчин тоже становится красивее, хотя они не хотят об этом вроде как говорить, а на самом деле им тоже нравится, что лицо становится более подтянутым, более красивым и даже более мужественным. Конечно, степень, насколько лицо будет красивее, зависит от многих факторов индивидуально. Факт только в том, что у всех становится красивее. Конечно, чем менее сношено лицо. Но обычно, конечно, это связано с возрастом. Чем человек дольше жил, тем больше он его сносил, это лицо. И чем менее сношенное лицо, конечно, оно становится быстрее, более красивым. В наше время теперь не приходится говорить о возрастных сильных изменениях лица, так как действительно зависит от сношенности, от степени сношенности лица. Если женщина ухаживала за своим лицом, защищала от солнца, от ветра, наносила защитный крем, то у нее и к 60 годам лицо может оказаться не настолько сношенным, как, скажем, 30-летней женщины, которая не следила за своим лицом. Но сюда не только внешняя защита относится. Кто пьет, курит, ест очень много жирного, мучного, сладкого, тоже лицо снашивается быстрее. Но самое главное, в конце концов, на оздоровительном похудании у всех эти ошибки уходят, лицо оживает, молодеет и становится значительно красивее. Прямо вот такие сразу же заметные изменения в лице я наблюдаю, когда ко мне на курс похудания приходят, и потом следующий прием, начали курс похудания, следующий прием, через неделю я уже вижу, что уходит одутловатость, уходит синюшность, лицо становится более подтянутым. У кого было слишком красное лицо, лицо становится более светлым. Если лицо было очень темное такое, что же бывает, да, красное лицо, значит, повышенное давление там было, темное лицо, значит, с печенью что-то, непорядок, все это начинает восстанавливаться, и лицо тоже светлеет. И уходит мясистость лица. А мясистость лица – это признак, что было слабое кровообращение, слабое восстановление клеток, и тут клеточки заработали, кровообращение усилилось, ушли отеки, именно кровяные отеки, застои, и уходит вот эта мясистость, начинают постепенно исчезать из кожи старые отжившие клетки, и на их уже заменяют новые, молодые, правильные клетки. Так как на оздоровительном похудании много сеансов, которые снимают стресс, снимают напряжение, дают чистоту в душу, чтобы там светло, хорошо внутри было. И это начинает светиться на лице, и это разглаживает мимические морщины. Уходят мимические морщины, и есть субстрат для изменения этого, так как нормальное питание, оно, значит, обеспечивает уже формирование кожи лица совершенно другим стереотипом, уже на спокойном духе, на успокоенности, на радости. И для этого нужно, чтобы ушли мимические морщины. Уходят круги под глазами, уходят мешки под глазами. Это признак того, что почки наконец-то начинают нормально работать, и снялась нагрузка с коры надпочечников. Это они виноваты. Если они неправильно работают, то вот эти круги, темнота вокруг глаз, значит, такое коричневение, потом темнота, это все исчезает. Значит, говорит о том, что надпочечники нормально заработали. И что очень важно, в женщине возрождается, возбуждается ее, но истинная ее натура, она более тонкая на самом деле, более изысканная, более аристократичная, практически у всех людей. У всех людей это так, просто жизнь нас грубит. А здесь вдруг, наконец, человек обнаруживает: ой, да и не надо быть таким грубым, я намного легче все достаю, мне все легче дается. Ну и мозг же очистился уже от всяких шлаков, мышление более чистое, человек более ясно понимает,
понимает уже жизнь и видит, что, в общем-то, там нет опасности. Этот человек оказывается намного милее, намного приятнее. И все это приводит к тому, что черты с лица становятся тоньше, потянутее лицо становится, кожа вместе с этим подтягивается. И, конечно, кожа приобретает очень красивый цвет. И с освобождением души человека от страхов, от ложных установок, возврат вот этой вот своей генетики настоящей, чистой, сеанс вот в детство, вспомнить, какая ты была, как это было в юности, когда было более беззаботно, любил ты весь мир, тебя тоже любили, и, в общем-то, ты не боролся, воспринимал этот мир, что ты пришел в него для жизни, и что о тебе заботятся, люди любят. И с очищенным мышлением человек понимает, да, оно действительно сейчас так и есть. И вместе с этим появляется детское обаяние у женщин, появляется аура юная. Все это дает необыкновенно, божественно красивое лицо у моих похудающих. У моих похудающих поначалу не всегда и поймешь, какой цвет глаз был. Потому что не всегда их вообще видно. Там щелки какие-то, и не видно глаз. А тут открываются глаза, поднимаются брови, глаза видны. И если раньше там могло быть какое-то помутнение, непонятный цвет, а тут яркий цвет, видно ярко-голубые глаза, серые глаза, зеленые, карие глаза. Вот эта мутность исчезает, глаза чистые. И смотрят эти глаза как красиво, искренне. И это дает не только красоту, но это дает уже и обаяние лицу. И как только начинаем курс похудания, начинаются изменения в организме, и вместе с этим, конечно, меняется и лицо, все в лучшую, более красивую сторону. Но это, конечно, происходит, если человек выполняет программу похудания радостно, принимает все, принимает легко, доверчиво. А доверчиво мы можем принимать в том случае, если мы знаем, что вот впереди нас, вот они, очень много похудевших, вот их портреты до и после, насколько это все изменилось. Ну, значит, я доверюсь, пусть что-то не совпадает с тем, что я раньше знал, а я беру сейчас это то, что мне дается. Я беру это радостно, мне нравится сам этот процесс, и в результате происходят колоссальные изменения внутри организма. Восстанавливается обмен веществ, очищается организм, оздоравливается организм. Главное, очищается печень. Именно печень отвечает, если она больная, делает нам лицо, отвечает за цвет нашего лица. Почки отвечают за состояние нашей кожи. А дутловато, не дутловато. Сердце, работая сердце, насколько хорошо кровь оттуда уходит, с ткани лица. Все это начинает нормально работать. Освобождаются ткани, освобождаются клеточки от ядов, от лишней жидкости. Все молодеет, здоровеет. И, естественно, это сразу же видно на лице. Лицо красивое, подтянутое, кожа гладкая, глазки озорные, веселые, жизнерадостный человек и с приятным юношеским обаянием и аурой. С вами была Галина Николаевна Гроссман. Если вам понравилось видео, кликайте «Мне нравится» и оставляйте в комментариях ваши вопросы, мысли и идеи. А моя команда с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Далее подпишитесь на рассылку. Для этого кликните на ссылку под этим видео. Вы получите записанные мной видеосеансы и обучающие уроки, которые моя команда распространяет бесплатно. После просмотра этих видеосеансов у вас уменьшится или пропадет тяга к сладкому, к мучному. Вы избавитесь от пищевой зависимости, уменьшите или уберете целлюлит.
Я буду искренне рада помочь вам достичь идеального веса.